Всем привет! Это первая часть сборки недавней новинки от компании Звезда Airbus A320 Neo. В этом видео расскажу про сам набор, сборку фюзеляжа и двигателей. Приятного просмотра! К набору я приобрел декали фирмы Ascensia, поздравления от Micro Design и маски от Arma Models. В наборе идут декали авиакомпании Scandinavian Airlines. Модель самолета А350 в этой ливрее авиакомпании я уже показывал на своем канале. Обязательно посмотрите, ссылка на видео в верхнем правом углу. К модели идет прозрачное остекление, всем знаменитая зёзовская подставка, конечно же два пакета с литниками. В одном фюзеляж, в другом крылья с двигателями. Внизу коробки лежит классическая черно-белая инструкция и инструкция по нанесению декалей. Как только вышла эта модель, я решил, что буду собирать ее в ливрее уральских авиалиний. Так как я живу на Урале, то для меня не было простительно, если бы я не собрал модель в ливрее нашего уральского перевозчика. Да и сама ливрея, как по мне, смотрится прикольно. Познакомимся с дополнениями поближе. Маски от Arma Models очень хорошо себя зарекомендовали. Всегда подходят по размеру, да и стоят недорого. Ссылку на них оставлю в описании. Декали от Ascensia больше всего нравятся своей инструкцией по нанесению на модель. Все понятно расписано и показано, что куда наносить. Да и при покраске тоже помогает правильно нанести маскировочную ленту. Но качество у декалей отличное. Правда, иногда встречаются некоторые ошибки на инструкции по нанесению декалей. Например, отсутствует маска на лобовое стекло, ведь я собираю A320 Neo, а не CEO. Фототравление состоит из цветного и простого металлического литника. Не знаю, как точно называется. Впоследствии удивило, что инструкция по нанесению травления напечатана не с Airbus, а вообще с Боингом 737-800, что вводит иногда в заблуждение, куда именно надо приклеивать травление на Airbus. Остекление кабины очень прозрачное, все отлично видно, вопросов не возникает. Декали от Звезды высокого качества сойдут для сборки новичкам. Теперь же откроем сам пластик. Качество отливок у Звезды, как всегда, на высшем уровне. Все детали от больших до мелких отлиты идеально, нет никаких облоев. Также в последних наборах от Звезды всегда присутствует доработанная кабина пилотов, что добавляет реалистичность модели в 144 масштабе. В наборе предусматривается на выбор два варианта двигателей. Это CFM LEAP 1A или Pratt & Whitney PW1100G. С таким выбором можно собрать любую модификацию данного авиалайнера. Звезда в своей линейке A320 всегда предлагала на выбор сборку с механизацией закрылков и предкрылков. В моем случае я планирую сделать модель с выпущенной механизацией. Начинаем собирать модель с кабины. Красим по фотографиям из интернета и добавляем фототравление от Micro Design.
Вот такая получилась кабина. Особо в детали не углублялся, так как в конечном виде мало что будет заметно сквозь маленькое остекление кабины. Иллюминаторы в этой модели будут вклеены, да и модель позволяет это сделать. Очень нравится результат после их полировки. Модель будто оживает, советую и вам попробовать на ваших моделях. Полируем остекление, начиная с крупнозернистой наждачки, заканчивая самой мелкой, которая у вас есть. Я полирую 600, 1200, 2000, 3000 и 5000. После этого наносим капельку полировочной пасты и растираем по всей поверхности иллюминаторов. В итоге получается идеальная гладкая, блестящая поверхность, как у настоящего авиалайнера. Ставим кабину на место и не забываем добавить 10-15 грамм на нос, чтобы наша модель не перевесила на хвост по окончанию сборки. Собираем модель на сухую, фиксируем элементы малярной лентой и проклеиваем все швы жидким быстросохнущим клеем от ганзы или таймии. Приклеиваем прозрачное остекление и руль поворота на хвосте. По такой же схеме склеиваем две половинки крыла и делаем механизацию. Механизация предкрылков состоит из двух деталей. Первая клеится к самому крылу, а вторая соответственно к этой детали, имитируя таким образом выпущенные предкрылки. Выпущенные закрылки состоят из одной детали, которая аккуратно приклеивается в специальный пазик на крыле. На одном из форумов увидел замечание к данной модели при сборке шарклета с крылом. На кадре видно, что шарклет при простой склейке с концом крыла имеет дефект изгиба, который очень заметен даже под другим ракурсом. В настоящем самолете такого нет, крыло плавно и ровно переходит за концовку. Чтобы это исправить, я решил немного подрезать сам шарклет, но под определенным углом. И вот теперь все правильно, и можно спокойно приклеить его на место. Склеиваем фюзеляж с крылом и приступаем к самому муторному делу – шпаклевке. Наносим первый слой грунта на места стыковки и дорабатываем некоторые моменты. Ни разу не получалось с первого раза зашпаклевать хорошо модель. После грунта видны некоторые вмятины и щели, которые заново шпаклюем и проверяем. Перед основной грунтовки модели не забываем про травление. Приклеим его на суперклей или специальный другой для металла. Минус данной операции в том, что все нужно делать быстро, так как суперклей очень быстро схватывается и иногда подогнать деталь просто не успеваешь. После шпаклевки лобовое остекление почти потеряло всю свою прозрачность. Чтобы это исправить, вооружаемся шкуркой и проделаем такую же операцию, как с иллюминаторами ранее. Для повышения прозрачности я всегда покрываю лобовик глянцевым лаком, так как после его нанесения остекление полностью избавляется от помутнения. Особенно рекомендую покрывать лаком остекление от фирмы Звезда. После полного высыхания лака можно смело наклеивать маски. Маски отлично совпадают по размеру и имеют достаточно хороший клеевой слой.
Вместе с фюзеляжем собираем и двигатели. На моем борту стоят движки компании CFM LEAP-1A26, поэтому их и будем собирать. Воздухозаборник окрашиваем в 3 этапа. Сначала в черный, затем в металлик, а последний в серый. Пластиковые лопатки, идущие в наборе, отлиты хорошо, поэтому решил не менять их на дробление. В последнее время Звезда проектирует двигатели так, чтобы они имели возможность крутиться. Тем самым все больше и больше пытаются воссоздать настоящий самолет только в миниатюрной версии. Для окраски сопла я решил попробовать краску под названием «Горелый металл». Не скажу, что она чем-то отличается от простого металлического оттенка, но все-таки есть намеки на слегка подгорелый. Все составные части двигателя покрашены и можно собирать их воедино. Нравится, что Звезда спроектировала двигатели таким образом, чтобы все его детали можно было сначала окрасить, а только потом склеить. Попутно я сейчас собираю Boeing 767 от той же Звезды, но сборка и тем более окраска в том наборе желает лучшего. Проходимся по стыкам 2 половинок шпаклевкой и отправляем на проверку грунтом. Также грунтовкой задуваем наш самолет. Рекомендую использовать белую грунтовку для белых или ярких цветов, так как серый очень плохо перебивается и нуждается в нескольких хороших слоях краски. В следующем видео вы увидите окраску и проблемы, возникшие с ней, а также сборку шасси и нанесение декалей. До скорой встречи!